Откуда появились москали и как к ним относились? Понятие «москаль» не первую сотню лет служит идентификатором нескольких групп российского населения: житель Москвы, житель России, солдат России. Игнорировать этот факт нельзя, поэтому его нужно исследовать. Понятие имеет сейчас слабую негативную окраску и употребляется для обозначения морально-нравственных черт объекта. Обычно это алчность, склонность к обману и насилию, наглость и при этом трусливость при отпоре. Само слово пришло из земель бывшей Речи Посполитой, раздел которой привел под российскую корону миллионы новых подданных, которые хотя и были славянского рода и православной веры, однако изумились сильным отличием менталитета московских людей от своего, отчего и появилось прозвище «москаль», на которое сами русские отвечали прозвищами «хохол» или «пшек», так как Украина и Польша были основными землями, где прозвище было в ходу. Что интересно, русские были не поголовно москалями, но также и кацапами. К последним относили крестьян, купцов или рабочих, не слишком замечая у них каких-то ярких черт характера, кроме смешной привычки носить вислые, часто очень жидкие бороды вместо усов, как у соседей. Москалями же называли военных, чиновников, аристократов и промышленников, а также духовенство. Что же такого углядели у русских их западные славянские соседи, что оказалось достойным целого обидного национального прозвища? Надо сказать, что славянские народы существенно разошлись после набега монголов Батыя, где одна часть оказалась отрезана от другой и развивались независимо в рамках улуса Джучи, Московской Руси и Польско-Литовской Речи Посполитой. Повторная встреча состоялась уже во времена, когда московиты воевали, жили и управляли во многом на манер тех же татар, научившись у них фирменным приемам, что коренным образом отличалось от принятого в Украине и Польше. Не отрицая общие корни, на Западе, в московских подданных, видели неких дальних и очень неприятных родственников, перенявших чужое и забывших свое. Встречая московского военного, можно было удивиться тому, как с одной стороны он похож на жителей той же Киевщины, но с другой, как по-иному он ведет себя, мыслит и общается с окружающими. Самые яркие отличия быстро подмечались в фольклоре. Отмечалась прежде всего безжалостность, отсутствие эмпатии и сентиментальности, столь характерной для украинцев, поэтому появилась поговорка: «Москаля на слезу не пробьешь, он без приданого не может даже полюбить». А в Беларуси жители сделали вывод логический от предыдущего наблюдения: москаль охотно исполняет любой приказ начальника, даже если он аморален и жесток, ведь он равнодушен к чужой беде. Набрали гетто москалёв и напали на аслка. А ведомо, москаль. Ему як прикажуць, таен и роднага бацку зареже. Замечали, что москали велеречивы, склонны преувеличивать и при этом вводить людей в обман. Говорил москаль право и соврал браво, москаль как ворона и хитрее черта. Кичливость, хвастовство, погоня за статусными цацками. Москаль лыком кичится и под нос каждому с ним лезет. Те же качества они обнаруживали и в бою, прикрывая бравадой и гонором свое часто печальное состояние. У москаля на грош амуниции, а на 10 – амбиции. В Беларуси местное население сомневалось в том, что русские одной с ними веры, хотя формально у них схожие ритуалы, уличая их в бесовстве. Подливало масло в огонь и разница в обрядах в церкви. И остауса москаль у пекле, не хоче у неба, бо там вельми усё светае. От черта отхрестися, а от москаля не отмолися мы не москале, каб спевац, господзи помилуй. В этом плане даже русские старообрядцы, которые массово переселились в Беларусь, воспринимались населением как люди довольно далекие от христианства и праведности. Смирения, бедности и кроткости в них не было больше, чем у белорусов, тогда литвинов. Как не удивляет это, но на западе Восточной Европы старообрядцы не получили репутации строгих хранителей веры. Раскольники, как наружностью, так одеждою, домашним бытом, резко отличаются от белорусов. Как вольные люди,
Они всегда были богаче, всегда отличались трезвостью и воздержанностью в жизни. В нравственном отношении раскольники, как свидетельствует беспристрастный знаток народа Сементовский, ниже белорусов. Раскольники не признают святости брака, мало дорожат брачными узами, женщины же не придают большой цены девственности и супружеской верности. Наконец, в уголовных преступлениях, разбоях, грабежах, насилиях, воровстве, конокрадстве и раскольники гораздо чаще обвиняются, чем белорусы. Особенно выделялись общие законы Московского царства, весьма далекие от справедливости и общественного блага. Велика Россия, а для правды места нет. Москва на нищете построена, и нищетой кормленная, москаль не велик человек, да страшен. Вообще, любой москаль считался человеком лживым, глубоко развращенным и вороватым, чей язык полон чудовищных богохульств, а дела и слова резко расходятся, даже на фоне самых сомнительных местных жителей. Плохой эстонец пьет и ворует как русский, москалик еще заздрили, то все очухрали. Могилі вже розрівають, та грошей шукають, коли чорт та москаль що вкрали, то поминай як зни. В частности, в 40-х годах XIX века Подберезский отмечал, что на территории белорусского подвинья, Осташи зимой, Абулыне, перекупщики скота из пограничных москвинских уездов, втираясь в деревни, распространяют дурные привычки в семьи, потому их лютый возненавидел. В итоге, фольклор и сочинения видных немосковских писателей, например, Тараса Шевченко, полны стенаний от вероломства москалей, погубивших их родную землю, ее людей, от которых ничего кроме обмана и погибели нельзя ожидать. Не люби ты, дзеучоночка, молодых же москалев, яны скачутся, яны играются. Гэтым девок подманяются. Яны твои белые ручки, яны тебе поломаются. Яны твои златы кольцы, яны у цабе посымаются, яны твое белоплатца, яны тебе замараются. Яны твою русу косу, ей тебе поплутаются. Ох, тады нас, дзеучиночка, за тобой не обвенчаются. Тем не менее, в русском крестьяне нередко видели клятых москалей, а лишь бессловесных кацапов, рождавшихся и умиравших в оковах, своих грозных сатрапов, к ним не было яркого негатива, но не было и уважения. Что интересно, чем далее на запад, тем понятие москаля становится все шире, охватывает русских вообще, а затем и выходцев из востока Украины. Негативный окрас при этом сохраняется. У поляков называют русским подарком такой, которого назад требует себе подаривший. У венгров сделать по-русски означает самый простой, примитивный и некрасивый способ, например, вместо шкафа или вешалки для одежды, просто вбить гвоздь в стену и так жить дальше. В итоге, негативный окрас понятия москаль имеет многовековую историю и куда более негативную, чем хохол или пшек. Нравится это русским или нет, но такова суровая действительность и исторический факт. Понравилось? Пишите, что об этом думаете. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.